Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Na'Vi CSGO, и сегодня у меня интервью с Блейдом, тренером команды Na'Vi. Как вы все прекрасно знаете, много всего произошло, и хотелось бы обо всем по порядку поболтать. Давай, наверное, обсудим последние результаты. Все началось у нас с победы на DreamHack, чему были безумно рады. Можешь рассказать, как вы провели этот турнир, за счет чего удалось победить, доволен ли ты вообще формой ребят? У меня в руках Na'Vi карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Na'Vi карту от Тинькофф. Bootcamp был продуктивный перед DreamHack'ом. Мы обновили полностью там свои какие-то наработки. Форму набрали неплохую. В целом мы играли не так, что мы всех там смели. Был сильный матч с Фурией, с ВП вроде как. Проблемы были с Героик. Можно сказать, что у нас было много ошибок. То есть я не строил каких-то иллюзий, типа, что мы сейчас там начнем выигрывать все подряд. Такого нет. В принципе, конкуренция очень высокая, поэтому, чтобы соответствовать и быть чуть-чуть лучше, нужно постоянно на максимум все отрабатывать, приходить сюда с новыми идеями, успевать их наигрывать, удивлять соперника и так далее. К сожалению, между РМРом и DreamHack'ом было, по-моему, 3 дня перерыва, поэтому все наработки перешли просто на РМР. Угу. Ты вообще берешь, в свете последних событий, берешь ли ты во внимание результаты СНГ РМР? Беру куда? Во внимание. Беру, конечно, во внимание. Тогда давай их немножко обсудим. В первую очередь хотелось бы поговорить о матчах с Entropic и с Spirit, которые вы проиграли. Можешь рассказать, как для вас проходили эти матчи, что не так? С Entropic не было максимальной мотивации и самоотдачи победить. Мы там отдали на нюке буквально 4... Да, мы отдали 2 раунда первых, которые могли перевернуть игру в нашу сторону. Соперник, который, возможно, не уверен в себе, неопытный, да, когда он играет с сильной командой, он может чувствовать какое-то волнение. Он может чувствовать какую-то неуверенность. Когда он начинает тебя обыгрывать с счетом 5 или 6-0, уходят все эти зажимы, он начинает чувствовать себя более уверенно, более раскованно, чувствовать свою силу. Банально просто, типа, если я выхожу, убиваю одного, второго, третьего, и я молодой игрок с потенциалом, типа, я начинаю видеть, что это возможно, и тогда в следующем раунде мне не составит труда повторить то же самое, мне нет сомнений, что это может случиться, потому что это уже случилось. Все через пережитый опыт происходит. И вот этот эффект, причем я по нему рассказал, он очень важен, когда ты играешь против молодых команд, не давать им это ощущение силы, а держать их вот там, в этих зажимах, это очень важно. Но мы как бы не смогли этого сделать против Entropic. Хорошо, давай поговорим про матч против Акумы. Ты видел какие-то проблемы у ребят, помимо самого соперника, помимо того, что они противопоставляли? Потому что выходили новости о том, что Саша провел там чуть ли не худшую карту в своей жизни в Na'Vi, как раз именно в этом матче. Расскажи, что творилось на сервере, что творилось в TeamSpeak тогда? Ты общался с ребятами? Получив опыт против Entropic, как бы мы проговорили, типа, что это повториться не должно. А что происходило в игре? Я смотрел уже со стороны, на стриме все это смотрел. Мы анализировали перед игрой то, что, условно говоря, например, Джеки играет таким образом в Dust 2, Сергис играет таким образом в Dust 2. Надо делать вот так, ожидать здесь, поджимчики, здесь стараться делать вот так, не буду говорить как. И в итоге все получилось не так. Получается так, что как будто бы они полностью знали, как работать против того, что мы будем делать. Это первое. После матча нам сказали, что они к ним не готовились. Может, это фейк, не знаю, запутать будущих оппонентов. Но в конечном итоге просто Сергис поджал длину все разы в тот момент, когда мы его не контролили. То есть были раунды, где мы его и контролили, а он поджал именно тогда, когда мы его не контролили. Для этого нужно быть очень опытным игроком и иметь очень хорошее чувство игры, анализировать макро очень тщательно, коммуницировать тоже очень качественно, собирать информацию по карте. Акума этим не отличалась за 2 недели до мажора РМР. Они играли не в самую лучшую игру, и, то есть откуда у них все это взялось. И вопрос был у меня, как они так делают. Просто возник еще до всех обвинений, которые появились в Твиттере. Да. То есть я после игры сижу, думаю, как такое вообще может быть? Молодцы, они так классно все перестроили. Читали игру идеально, делали активные какие-то действия в идеальных таймингах.
Вот, я думаю, что там не все игроки, в принципе, знают о том, или знали о том, что происходит. То есть, мне кажется, вот, например, их IGL, типа, психо, он не в курсе. Ты видел моменты? Он просто колет такой, типа, все получается, классно. И там заряжен он всем этим, они ему там говорят, да, классно, типа, они же подыгрывают ему. Ну, как думаешь, это реально возможно, Очень что ты возможно. не знаешь, что твои Очень тиммейты возможно, читеры? очень возможно. Меньше свидетелей, меньше шансов, что тебя поймают. Ощущение вот на стриме, как будто бы психо не знает. Ну, ты смотрел все там моменты, которые все активно обсуждают в Твиттере? Ты смотрел эти хайлайты? Когда реально когда они ребята... уже появились, эти хайлайты, тогда как бы пазл сложился. Вопрос был в клатч-ситуациях, когда игрок смотрит на радар, иногда даже не на радар, а вот он поворачивает голову вот так, вот. То есть радар можно просто смотреть вот так вот, смотреть, глазами. А иногда игроки поворачивают голову, просто так поворачивают. Это очень неэффективно. То есть все время это же механическая штука, которая тебя отвлекает. И что-то наподобие, там, когда ты играешь, вот, мышкой двигаешь все от локтя, либо только кистью. Это более эффективно, если ты играешь, если там сравнить там долю процента, она все-таки эффективнее. То есть, возможно, просто это типа брак какого-то вот игрового стиля, но в этих ситуациях как бы игрок смотрит слишком часто на радар, как будто бы проверяет, что происходит, вот, и где именно. То есть он понимает, ага, они спрятались, я посмотрю еще раз. И таких клипов очень много, они очень странные. Слишком много аномальных таких моментов, подозрительных, чтобы это игнорировать. Вот. Это прецедент, по сути. Ну, вы написали ноту, вы написали письмо разработчикам Valve. Да, под этим подписалось огромное количество команд из СНГ. Как ты думаешь, мы увидим реакцию на это письмо? Увидим расследование, увидим ли какой-то результат? Потому что мы знаем, что не очень активно Valve вступает в коммуникацию сейчас. Я не знаю, писали ли Эсику, я просто вот знаю, что писали Valve, но, по-моему, тоже и Эсику. Мне кажется, Эсик заинтересован в том, чтобы это сделать. Ну, то есть это их работа, и это может быть громкое дело, которое даст им репутационный какие-то, типа, репутационный буст. Они должны взяться за этот момент очень плотно и начать разбираться, как я сказал, потому что это, типа, новый такой институт правосудия, скажем так, в киберспорте, и он очень неустойчивый, и для них, мне кажется, очень жизненно важно как раз-таки это и расследовать. Еще очень много было вопросов именно к ТО. У тебя, конкретно у вас, были какие-то с ними проблемы, какие-то странности, какие-то претензии, которые у вас образовались к ним после РМР? Или все было, в принципе, как везде? Все было четко. Четко? Нет, все было не четко. Конечно, все было нечетко, но... Именно в тех вот претензиях, что предъявляют, то есть это не записывается в TeamSpeak, нету хорошего античита, какого-то Да, независимого. все было очень на низком уровне, по качеству проведения было все очень на низком уровне. Все, в принципе, естественно, потому что дали проводить неопытному турнирному оператору. Ну смотри, а что с другими туроператорами? Пускай турн-операторами. Смотри, что с другими вообще организаторами турниров происходит? То есть, как обычно, всегда TeamSpeak пишутся, всегда есть какой-то независимый античит? Или это, в принципе, был единственный турнир, на котором это отсутствовало? Как сейчас в онлайне мы же как бы команда Тир-1, мы играем только на очень крупных турнирах. Blast, ESL. То есть там такое невозможно представить? Нет, там, получается, пишется TeamSpeak, там есть античит независимый. То есть, например, на Blast это Faceit, на ESL это ISIA. Тут вопрос, наверное, был, что после первых каких-то звоночков можно было все пофиксить, да, быстренько собраться, скооперироваться, активизироваться и быстро вернуть репутацию обратно. Самый главный вопрос, подводя итог РМР, все, что происходило там с другими командами и все, что мы только что обсуждали, это исключительно наше личное мнение, доказательств никаких мы не видели и, скорее всего, не увидим, поэтому выводы делает каждый сам. Но не спросить я не могла. Вот. Но намного важнее вопрос, это то, что будет с нашей командой, потому что ты говорил о том, что СНГ РМР будет некой чертой, после этого турнира мы будем делать некоторые выводы, оставлять Валеру в составе, либо нет. Что же в итоге будет дальше с составом? Кто будет играть? Ну, РМРчик второй анонсировали.
Следовательно, у нас был план Егора на Blast дать ему карту. Ну, у меня был такой план. Вот, но так как через 3 дня наступает сразу же RMR 2, а к Blast нужно готовить Ancient, то это трудно реализовать. Соответственно, Егор остается в том же статусе, что и был до этого. То есть мы продолжаем просто в том же... На следующие 2 турнира как минимум, да? Да, даже 3, потому что после РМР через 3 дня наступает уже Кёльн. Ну да, об этом я тоже хотела поговорить. Настолько плотный график начинается в июне, в июле. Совсем скоро Blast, и там, как ты уже сказал, будет играться Ancient, тоже об этом немножко позже. Расскажи, в какой форме вы подходите, что сейчас делают ребята, был ли у вас, возможно, какой-то отдых между Blast'ом и РМРом, или, может быть, будет какой-то буткэмп, посвяти фанатов в ваши планы. Само собой, набираемся сил, энергии, сейчас у нас небольшой отдых. Все, потом начинаем готовиться к Бласту, и сразу, опять же, с этой подготовкой придется играть РМР, а потом с ней же и Кёльн. Тяжело, конечно, это неправильно, нужно, чтобы было как с DreamHack'ом, то есть было время там хотя бы недельки 3 подготовиться, все перестроить, переделать, прийти новыми свежими и отыграть. Вот так бы хотелось играть все время. Но вы будете из дома все, да? Ну, Кёльн нет. Ну, если он будет на лане, то понятно. Blast из дома. RMR. РМР не факт, что из дома, потому что нам нужно, возможно, ехать будет на карантин в Германию. Немножко о том, что мы увидим на Бласте. После европейского РМР сложилось четкое ощущение того, что европейская сцена находится, ну, если не в кризисе, то в стадии перемен. И вот буквально недавно мы увидели, что Face Clan посадили на лавку Cold Zero, например. Как ты думаешь, что мы увидим на Бласте? Какие команды сейчас в Европе могут составить вам конкуренцию? Вот расскажи о состоянии. G2 улучшаются с каждым днем. Много у них как бы мотивации стать лучшими. И вроде как они наладили свою игру. Аманы стал снайпером. Выглядит неплохо. Очень большой, сильный firepower у них есть. Тактические действия оставляют вопросы. Координирование тоже. Ну, то есть решения игровые, имею в виду, внутри раунда. Это как бы их минус. Героик не попали на Blast, к сожалению. Для них, к счастью для нас. Но все равно остаются грозной силой, очевидно. Да, Героик грозная сила. Уязвимы тоже. А что Моуспорт? Вот они проиграли вот Flashpoint, по-моему, проиграли они 2 раза. Первый раз вроде как К2, второй раз Непам. Непам, да. Играют они сильно, но если до конца с ними сражаться, то могут дать слабину. Это было и с нами, да. И с Г2, и с Непами. А вот НИП, да, давай лучше о НИП. Интересно же, с девайсом. НИП, я слышал, играют за вылет сегодня на EM Summer. Они уже проиграли первую карту OG вроде как. На Мираже. Не, НИП все-таки... НИП, я, честно, вот НИП не боюсь абсолютно. Не та команда, которая прям устрашает. А в противовес им Астралис без девайса? Ну вот просто НИП — это девайс. Идет и период становления пока еще. Не знаю, получится ли у них как бы все, как они задумывают. Идет ставка на какой-то новый формат, можно так сказать, из большого спорта, где там есть аналитикс, тренер, что-то наподобие Астралис. Вот. Но для того, чтобы это делать, нужны очень хорошие знания. Не знаю, как у них это происходит, но это все равно типа риск большой делать на доставку. Какие-то там твиты про Cold Zero непонятные, там бразильский флаг, что они будут брать или не брать. Если они будут брать, это вообще уже какой-то нонсенс. Тоже на шведском они общались, девайс выучив, поэтому, наверное, это фейк какой-то. Да. Вот, поэтому забронили игрока, убрали Зера, взяли другого, более талантливого, видимо, который проявлял себя в последнее время. Поэтому слишком нестабильно. Они пока еще не очень неустойчивы, и как бы на них ставку делать пока не стоит, но в перспективе, на дистанции, это интересный проект. Давай поговорим о карте Ancient напоследок. Ancient. Да, потому что именно сейчас мы ее видим уже на Intel Extreme Masters Summer, мы ее видим на Blast, мы ее видим на RMR. Мы будем играть эту карту? Или будем играть Vertigo? Vertigo будем играть. Я тебе не верю, ты хочешь всех запутать. Что, серьезно? Будем играть Vertigo, а может я передумаю. Хорошо. Давай в целом, что думаешь о карте Ancient? Говорят, много текстур лишних. Ancient. Нужно ее обкатать полностью. Понять сильные стороны, слабые стороны. Пока что из последних матчей, которые я видел, выглядит очень примитивненько. Я имею в виду игра команд.
Вот. Ну, это первый матч, само собой, ничего страшного, но мы за нее возьмемся и будем стараться ее вывести на новый уровень. И вопрос, ну, как вы, наверное, все знают, что будут, скорее всего, изменения на карте, то есть кто-то что-то увидит, какой-то, как это сказать, overpower, то есть типа что-то, что не контрится, да, что дает какой-то имбаланс в игре, и придется это фиксить, убирать. В целом, да, многие говорят, много точек, за которыми можно прятаться, преимущества много как бы у контров, там тайминги респов, то есть много очень того, что нужно шлифовать, то есть острые углы нужно их как бы шлифануть. Вот. Ну, на это нужно время, поэтому увидим скоро и другую карту Ancient. Хорошо, спасибо тебе большое за то, что был искренен, за то, что ответил на мои вопросы. И вам спасибо, друзья, что посмотрели это интервью. Не забудьте болеть за Нави на предстоящих турнирах, а их будет много. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайк, комментарий, подпишитесь на соцсети Блейда. И скоро увидимся. Всем пока. Пока.